Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Знаки судьбы. Личная жизнь. Что ждет в 2025 году? Давайте узнаем подсказки карт. И личная жизнь – это, конечно, о любви, об эмпатии, о чувственности, о заботе, о взаимопонимании. Но это еще и вопросы дома, денег, ваши достижения – и, конечно, ваши планы на будущее и ваша самореализация. И энергия 2025 года призывает нас привести в баланс все эти направления. Мудрость, гибкость и дипломатия – основные союзники в 2025 году. Мы словно должны свою жизнь адаптировать к новым условиям или к новой реальности. Поэтому будет очень важно сохранить центр своего благополучия или создать таковой, если он еще пока не имеется, в соответствии с нашими желаниями и нашими возможностями. У нас сегодня две колоды карт. Обе карт ангелов и колода Таро, поддержки, патронажа ангелов, и оракул ангелов, который ангелы сердца, она так и называется. Удивительная колода, на которую мы будем смотреть с вами знаки судьбы, потому что это как советы, поскольку оракульная колода, и она не похожа ни на одну другую. Но в начале карты Таро и первый вопрос. Ваше настроение. Общий фон энергии, как видит Таро, для козерогов в 2025 году по части личной жизни, истории или ваших достижений. Что вы для себя там в план поставите? Что вам будет помогать, что вас будет радовать или что вам само будет идти в руки? Отношение партнера к вам. Следующая карта. Будет ли новое знакомство? Что вам может помешать? И возможные сюрпризы. И на второй колоде мы 4 карты зададим. Достанем, точнее, и зададим им вопросы. Первое, что важно знать, пусть это будет как основное направление или квинтэссенция, как видит, опять же, оракул для вашего знака зодиака, что он хочет сказать. И дальше по направлениям. Энергия любви, энергия дома и энергия денег и ваших достижений, мои дорогие козероги. Так что же там с настроением? Давайте откроем. А вот посмотрите, меняется настроение. Вообще восьмерка кубков или восьмерка воды, как в этой колоде, нам говорит о выборе. О том, что у нас должно хватить решимости и, может быть, решений сделать первый шаг к судьбе навстречу. Выйти из какой-то зоны ограничений или, может быть, тех ограничений, которые мы создали для себя сами в нашем сознании или в нашем воображении. И обратите внимание, в этой колоде ангел спешит вам навстречу. Нет как будто смысла еще раз прогонять прежнюю какую-то историю. Все, что могли, вы уже сделали. Оставьте прежний период жизни словно позади. И обратите внимание, девушка, которая выходит или собралась в этот путь, набралась решимости, она идет налегке. Будущее, с одной стороны, оно где-то не совсем зависит от того, в каких энергиях вы прожили предыдущий период. И даже если он был слишком сложный, правда, оставьте свои сомнения. Пусть они тоже останутся в прошлом. Откройтесь миру, откройтесь новым возможностям. По этой карте мы принимаем важное решение. И по этой карте мы точно знаем, что просит наша душа. И мы об этом уже не хотим забывать. Да, конкретно проходит иногда аффирмация, визуализация. И помним слова Эйнштейна: воображение важнее знаний. Ну, наверное, не случайно в далекие годы, которые от нашего времени Эйнштейн, светило науки, физики, и физик-теоретик в том числе, заявил вот такую фразу достаточно смелую. И именно Эйнштейн говорил о том, что мысль материальна. На ту пору это была гипотеза, она не была доказана, а теперь квантовая физика нам уже это многократно доказала. На самом деле наши мысли сегодня будут определять наше завтра, то, что мы можем получить. И для вас будет очень важно, если вы хотите осуществить какой-то план, мои дорогие козероги, надо себя представлять, как будто вы это уже получили. Вот для вас это ваши энергии, мы ведь смотрим, и ваше настроение.
Значит, и настроение где-то будет зависеть от позитивного отношения к самому себе. Или когда вы словно кожей чувствуете, что да, я уже достиг или добилась того эффекта или той планки, я ее уже взяла, которую вы себе наметили. И пусть вы пока не можете составить точный план. Вот я бы сказала, это единственное, что вас может несколько тормозить. Вы люди осознанные, и вы люди надежные, поэтому вам хочется... Если план, то тоже надежный. А если и составляю, прописываю что-то, значит, это должно быть в каких-то пунктах. А вот тут нет. Тут нужно быть готовым к тому, что постоянно придется что-то корректировать в зависимости от изменяющейся обстановки. И это будет касаться где-то и на ваши чувства, и на взаимодействие с вашими домочадцами, или построение совершенно новой какой-то истории любви, или вашу самодостаточность, ваши достижения и амбиции. Что же вам идет в руки, что вам буквально помогает? Поставьте себя на первое место. И если я вот говорила, вы люди надежные, и вы еще и трудоголики, мои дорогие козероги, ну это правда. А у нас здесь показан совсем другой человек, это король жезлов. Обратите внимание, стоит вот так под деревом, под сакурой, такой прекрасной сакурой. Я так думаю, что, наверное, это сакура, потому что розовые цветы. И он никуда не спешит. Потому что карта харизматичного лидера – это карта руководителя или лидера по умолчанию. Это тот, который отдает, может быть, команды или дает кому-то советы, но сам ничего не делает. По крайней мере, какая-то ваша, ну, если мы можем переложить, ваша задумка, например, строить карьеру. Вот она сама будет идти в руки. Или когда вы поставите перед собой просто задачу меньше работать, больше получать. И будете открыты как раз-таки миру и новым знаниям. И значит, вы найдете словно свой какой-то узкий фарватер пусть. Но там, где вы добьетесь успеха, мои дорогие козероги. В конечном итоге вот это лидерство таким или иным образом оно должно быть подтверждено. И по этой карте не имеется в виду, что мы кому-то что-то доказываем, наши идеи. Да нет, мы тут сами все-таки поставили перед собой задачу. И как-то мы должны плавно проскользить. По крайней мере, если мы смотрим энергии на 2025 год, что вас будет радовать? У вас многое будет получаться. И правда, построить карьеру поставили перед собой задачу? Получите. Значит, будут какие-то возможности, и мы ведь готовы, если мы хотим что-то осуществить, тогда мы готовы корректировать собственные планы. Но тут, знаете, ведь это еще и жезлы, огненная больше энергия. Это другая энергия, нежели ваша. Не стихия Земли, более такая определенная, надежная, размеренная. Нет, это где-то тут драйв какой-то вам предусматривается на 2025 год. Но может быть именно этого драйва, именно вот этой харизмы, которая или... драйв, который раскрывает вашу харизму, скорее вот так. И вам это необходимо, и оно само идет в руки. Отношение партнера к вам. Здесь могут быть и новые партнерские отношения, а в тех, которые уже сложились, может быть перезагрузка. Здесь может быть и такая история личная, которая как отношение на расстоянии по разным причинам. Может быть, это новое знакомство, и вы еще человека не знаете. И вы, я могу тогда предположить, вы на что-то решитесь. Решитесь на переезд. Или как минимум решитесь на встречу. Вот какая-то встреча должна у вас состояться. Как минимум нужно подняться и куда-то следовать, мои дорогие козероги, это точно. И, кстати, паж жезлов к этому буквально призывает. Эта карта еще и креативности, поэтому действительно кто-то из вас переориентируется в плане вашей деятельности, творчества, работы на какое-то новое направление. Это еще карта мотивации. Это почему я озвучиваю ваши энергии? Чтобы вы это прочувствовали. Хотя вопрос стоит отношение партнера к вам. Здесь может быть какое-то взаимодействие, поскольку первая карта у нас выпадает восьмерка воды. И как будто двое встречаются. И вот обсуждая какие-то подобные вопросы, может быть даже с учетом жезлов, это энергия работа, деньги, бизнес. Может быть, и путем того, что вы решаете какой-то вопрос свой, отправляетесь в инстанцию, оформить документ, вы можете познакомиться с кем-то. Или вы можете со своим уже сложившимся партнером словно смотреть в одном направлении. Потому что не просто история любви и страсти, а когда вы добрые партнеры, когда вы друг другу друзья.
когда вы можете обсуждать разные темы. Причем обсуждать это не только, ну, где-то с позиции таких более чувственных энергий, а нет, а более конкретных энергий. Вот все же об этом нам говорит тоже карта. Но и ваши действия. Здесь может быть и действия партнера, но больше вижу в объединении как раз действий. И значит, в парах уже сложившихся некоторая, как назовите, реинкарнация ваших отношений вполне возможна. Кто-то, ваша семья, если отношения достаточно крепкие, все равно вот эта новая нота, она будет принесена в вашей семье, и вы можете, к примеру, создать бизнес или задуматься о том, чтобы совершить вместе переезд, или вы, может быть, вместе начнете изучать языки, или вы захотите свое творчество, допустим, развивать, а партнер будет откликаться вам. Вот есть здесь какая-то взаимосвязь с партнером, когда вы будете думать одинаково, или, по крайней мере, какая-то тема вас увлечет двоих. И тогда вы увидите своего партнера как с новой стороны. Он перед вами откроется в каком-то новом свете. Причем вам это понравится. Поэтому продолжение следует, правда. Новое знакомство, будет ли оно? Да, конечно. Тут как помощь высших сил. И неважно, какая у вас история была до того. Или какая, может быть, по состоянию вашей души. Меня смотрят люди из разных стран. У кого-то, может быть, история закончилась прежняя, хоть и была счастливая, но человека нет. Вот я должна это озвучить, поскольку все же мы все разные. И, может быть, долгое время вы не могли на что-то решиться. А вот как раз в 2025 году вы поставите точку в своей нерешительности. Вот это как раз, когда мы ищем выход, и мы его находим по 8 воды. И поверьте, пространство, Вселенная вам очень быстро откликнется, потому что часто по тузу Земли или туз Пентаклей это сама возможность. И тут буквально про это и прописано. Более того, тут еще прописан и избыток, мои дорогие, и ресурсы. Вот и вы, мои дорогие, и ресурсные, и возможности будут. И значит, вопросы денег не на последнем месте. И кто знает, не случайно выпал, допустим, нам паж жезлов, а жезлы мы снова говорим. Дела, работа, бизнес и деньги. Вы можете повстречать партнера, когда вы занимаетесь каким-то новым творчеством. Или меняете работу. Или отправляетесь решать какой-то вопрос. Вы можете его встретить совершенно не в той обстановке, как, допустим, вы намереваетесь даже встретить. Пошли в кафе или в ресторан, и себя настроили на то, что я могу познакомиться. А вот там вы не познакомитесь, а вот именно какая-то ваша сфера ваших интересов или вашего хобби, вашего творчества, вашей карьеры, ваших амбиций, они будут перекликаться тоже и с новым партнером. Для кого-то из вас это партнер может быть намного младше вас, но тоже человек достаточно целеустремленный. По этой карте как будто счастливое будущее следует. У нас мальчик изображен. И это как начало восхитительное взаимоотношений. И тут полный баланс. Как и по финансам у нас идет, как и по благополучию, так и по вашим ресурсам. Какие-то отношения, они не просто как любовь будут строиться, а правда, даже новые отношения с позиции такой глубокой дружбы. Ну, может быть, и заинтересованности начинаются. Вот такое я тоже могу допустить. Что вам мешает? Вы знаете, с какими-то гештальтами должны разобраться, потому что аркан юстиции конкретно в этой колоде карма так и прописана. Значит, какие-то кармические вопросы нужно закрыть. Может быть, то, что стоит не то на паузе, не то в каком-то качелеобразном состоянии, тоже нужно определиться. Может быть, это по части личной жизни, а у кого-то это документы. Может быть, и у кого-то будет означать, что буквально, если прежняя жизнь не сложилась, то и де-факто вы уже вместе не проживаете, значит, и юридически это нужно оформить. Пока мы этого не сделаем, новый человек не придет в вашу жизнь. Вот тогда будет вот такая взаимосвязь. Возьмите это себе на заметку, потому что еще прописан закон, что может помешать. Может быть, мои дорогие, какая-то буква закона вам, допустим, мешала прежде встретиться. А здесь вы только, если вы не просто в каком-то режиме ожидания себе говорите, а нет, закон против меня. Или у меня нет пока возможности, допустим, встретиться, получить визу. А здесь вы как раз скажете, да вот нет, я ставлю себе это в план.
найду 1001 возможность. И значит, вы найдете возможность, как это сделать, но другим способом, когда вам закон уже не мешает. По этой карте могут быть изменения в законах, могут выпускаться, выходить подзаконные акты, и поэтому, если есть какая-то тема, которую вы хотите тоже завершить, или что-то вы хотите осуществить, в принципе, наблюдайте за изменениями в законодательстве, держите руку на пульсе, потому что тоже будет что-то меняться. По этой карте, безусловно, нам нужно держать равновесие, поэтому вверху карта лидера. И мы сказали, руководитель, или тот, который дает советы, или который хочет командовать. Мои дорогие, не давите своим авторитетом на своих партнеров. Ну, вот я могу так сказать сразу, потому что весы. Не должно быть перекоса энергии, должно быть взаимопонимание, дипломатия. Для вас предпочтительно в любых вопросах, будь то это вопросы денег, или вы по работе, или вы, ну вот то, что соответствует вашим планам, мечтам, мои дорогие козероги, оно тоже должно быть в балансе или решаться через диалоговую форму. И не должно быть где-то пустых надежд по этой карте, это может помешать. Поэтому вы допускаете, что да, я хочу что-то осуществить. И с этой мыслью как будто нужно сродниться. И только потом пытаться пункт за пунктом узнавать, что-то корректировать, искать новую возможность, чтобы какое-то действие или ваша какая-то затея, задумка, мечта, тем не менее опиралась на букву закона, чтобы закон буквально не мешал. И вы найдете 1001 возможность. Это тоже, я абсолютно в этом уверена. Сюрпризы возможные, давайте посмотрим. Сияйте, как звезда. По этой карте нет ничего невозможного. И как в любой колоде Таро, у нас есть две карты выбора правильного направления, и нам обрисовывают сроки. Так вот, карта звезда – это тот срок, который на 20-10 лет. Это как по Плутону. Очень символично, что уже Плутон в знаке зодиака Водолей. И когда он был в вашем знаке, это была одна составляющая, а теперь это больше индивидуальности, больше самовыражения, больше свободы. Вот с такими основными темами или допустить вот эти вехи, впустить, может быть, в свою жизнь и позволить заполнить ваше какое-то пространство. Смотрите или стройте планы на высокое, на далекое. Для кого-то из вас, правда, переезд куда-то очень далеко, и вы можете еще в 2024 году, или когда вы даже в 2025 открыли это видео, значит, для чего-то вам подсказки эти нужны. И если вы сомневаетесь, мои дорогие, по части получится у меня уехать или нет, и пусть что-то вот как-то тянется непонятно, не то вы что-то не решили, не то партнер что-то не решил, не то по законам какие-то препоны. Поверьте, тут сама судьба вам помогает, но, может быть, для того, чтобы окончательно переехать, нужно и закрыть, правда, некоторые вопросы, которые вас могут так это тянуть назад. Значит, прежде демаркационную линию нужно провести, и потом вы как свободный человек. И эта карта веры, что мы получим точно то, что мы хотим. Я уже об этом говорила. Это карта, когда мы остаемся довольны, когда у нас все хорошо. Ну и, конечно, это карта вдохновения. По этой карте, мои дорогие, кто-то из вас может начать работать либо в интернет, либо с новыми технологиями. Может быть, это искусственный интеллект, может быть, это что-то другое, потому что, но все равно проигрывается именно пространство, эфир, интернет. Это то, что может быть неосязаемо, а вы там можете добиться даже очень большого успеха. Поэтому долго не раздумывайте, если вам действительно где-то внутри и даже в глубине вашей души, вот вам и хочется как раз работать из любой точки мира или быть буквально свободному после Плутона в вашем знаке зодиака в течение 20 лет, вам хочется этого воздуха, пространства, вы его получите. Но для того, чтобы быть уверенным или даже построить новую стратегию зарабатывания денег, опять же, у вас карта выпадает, где-то они перекликаются. У вас два старших аркана и туз Земли. Его можно расценивать как хорошее дополнение к старшим арканам. Поэтому у вас ваша любая задумка, даже с нуля мальчик изображен, она получится. И по части благополучия, и по части личной истории, ваших каких-то достижений и денег тоже. Давайте перейдем к колоде Оракула. И первая карта «Что важно знать?».
как выглядят знаки судьбы. Вообще тут нам про любовь говорят. Я могу допустить у кого-то возвращение людей, которых, или человека конкретного, которого вы уже хорошо знали. Но, может быть, и не очень хорошо. Возьмем вот такую деталь, добавим. Потому что предыдущие карты нам сказали, могли бы быть, допустим, отношения с тем человеком, к примеру, первое, когда вы общались, а потом общение прекратилось по неизвестным причинам, и вы не знали, что думать. Тогда это будет возвращение человека в вашу жизнь. Или какие-то партнерские отношения, которые уже сейчас есть в данный момент времени, они будут уже продолжаться. Для кого-то из вас важная встреча с тем человеком, может быть, я допускаю, как знакомство по части интернет. Но кто знает, не очень я так откровенно говоря к этому положительно отношусь, но, видимо, наша цифровая эпоха, с одной стороны, это благо, что она дает возможность познакомиться людям, но, тем не менее, нужно быть очень большим реалистом, чтобы не попасть в просак. Себя беречь придется. Может быть, поэтому вот вам карта говорит, ты все поступай по закону, ну и где-то, может быть, по отношениям тоже. Но сравнивай или где-то соотноси, если вопросы связаны с переездом, что я буду делать в новой местности, на кого я могу опереться, или насколько человек готов не на словах, а на деле продолжать эти отношения, насколько он готов взять какую-то ответственность или предусматривается какая-то мера, как минимум, ответственности. Так вот, по этой карте нам как раз и говорят, что какая-то персона, какой-то человек из прошлого снова возвращается конкретно в вашу жизнь. То есть какие-то отношения, это что важно знать, они у вас будут продолжены. Давайте энергию любви откроем. Вот интересно, все же мы все разные. Эта карта говорит о человеке из прошлого, а вот эта карта, мои дорогие, говорит как раз о новой любви. Это совершенно новый человек появляется в вашей жизни. Буквально человек пробуждает ваши чувства. И я тогда могу предположить, что для тех, кто в паре, все то, что я говорила по картам Таро, это правда, вы можете узнать партнера как с новой стороны. Или, может быть, как новый период, ну, кто знает, вдохновения, чувственности и страсти, новой грани чувственности. Вполне вероятно. Или, если прежняя история у вас заканчивается, тогда новый человек приходит. Обновление само по себе, как и в существующих отношениях, так и новое знакомство. Если вы уже все балансы, все точки над «и» расставили, вот особенно по этой карте, то новый человек, он достаточно быстро, вы его можете встретить в своей жизни. Главное вот разобраться с тем, что как из прошлого, если это присутствует и словно тянется из далекого прошлого, и нужно что-то для вас максимально прояснить и в чем-то поставить точку. Быть, наверное, где-то реалистом, но уже практически новая любовь на пороге. Все зависит от ваших решений или, может быть, от вашей решимости. Нечего добавить. Энергия дома. Вообще волшебно. Два ангела изображены. И карта нам говорит, есть будет иметь значение или это будет главным подождать как будто. Ну, мы понимаем, что одно дело пустые ожидания, которые ведут в никуда. Давайте будем реалистами и разграничивать. А иногда бывает регламент. Мы где-то с вами уже об этом говорили, особенно вот по карте кармы или юстиция, как она прописана, что буквально закон или составить какие-то документы, или подвести опять же какой-то итог вы должны. И итог или документы, или закон – это часто какая-то норма, регулировка, правила и регламент. И предусматривает какой-то срок. Поэтому вот тот срок, который мы ожидаем, допустим, получить документ или какого-то решения, вот тогда это, скорее всего, придется подождать, набраться где-то терпения. Но если мы говорим о пустых ожиданиях, то нет. То тут вот, видимо, правильную аналогию проводите, что есть ожидание конкретное, конкретного документа, бумаги или какого-то события, да, вы точно знаете, что это уже произойдет через конкретный, опять же, срок. Это одно. Тогда нужно спокойно подождать. Но если мы говорим, сидим и ждем с моря погоды, то тут мы ничего не дождемся. Но есть и то, что карта нам конкретно пишет. Это будет важно, это стоит подождать. Какая-то божественная синхронность
действует в вашей личной жизни. Два ангела, не один ангел, а два, двое вам помогают. Можно, конечно, расценивать как божественную синхронность. Вы встречаете партнера по судьбе. Для кого-то так проигрывается. Или вы можете перевести на новый уровень уже сложившиеся отношения. Вы можете изменить статус, мои дорогие козероги. Тут не просто быть счастливым, а чувствовать вот это ощущение счастья, что мне все хорошо. И хорошо в вашем доме. И может быть это какое-то единение души, когда вы будете понимать друг друга без слов. Все же божественная синхронность. Вот такие энергии дома. По крайней мере, если вы смотрите мой расклад, и вы сейчас, и неважно в какой период времени вы смотрите, значит, вам карты дают совет. Удели внимание личной жизни. Это будет очень важно, потому что с достижениями у вас тут полный порядок. Энергия денег и все же ваших достижений. И вы знаете, даже на ваши энергию денег, ну тут, наверное, как по Венере, если мы говорим, планета малого счастья. И Венера, это она и за любовь отвечает, и за деньги, мои дорогие, она тоже отвечает. Так вот, это буквально как бы чувства, романтические чувства. Вот так карта прописана. И они, тем не менее, влияют на энергию и денег, и ваших достижений. Видимо, они влияют на ваше настроение. Позитивное, доброе отношение к самому себе для вас открывает новые перспективы. Не будьте, мои дорогие козероги, слишком суровы и строги сами к себе. Ну, точно так же не нужно быть строгим или предвзятым к вашему окружению. Ваши чувства реальны и заслуживают того, чтобы они были, здесь прописано, как будто изучены, но я бы сказала, доведены до какого-то логического, может быть, конца, или как-то они были определены, или вами приняты во внимание, назовите как угодно, мои дорогие козероги, вы их не можете проигнорировать, вот самое главное, попросту вы будете более ресурсны. Если личная жизнь у вас будет находиться в полном балансе. Будет вот это, наверное, божественная синхронность. Перекладывайте на себя, мои дорогие козероги. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.